Новинка, которая имеет необыкновенный дизайн, качественные материалы, активное шумоподавление до 48 дБ, режим прозрачности с 3 режимами. Технология, которая позволяет одновременно использовать ANC и режим прозрачности. Да-да, вам не послышалось. Система с 3 микрофонами и датчиком обнаружения голоса для общения без помех. Ко всему этому они имеют технологию пространственного звучания, удобное приложение, в котором есть много различных функций, защиту класса IP54, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Buds 4 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем тестировать Xiaomi Buds 4 Pro. И это реально самая ожидаемая штука, которую я ждал. Я не ждал так 14 Pro от Яблока, я не ждал так 10T от OnePlus, потому что эти наушники меня радуют всегда. Я не знаю, возможно, вполне, что вот сегодня Xiaomi решили накосячить, и у них появится какая-то ужасная штуковина, но я сомневаюсь. Это примерно как Huawei, они плохого в принципе не делают. Да, вам может прилететь брак, прилететь какая-нибудь, не знаю, гадость из разряда подделки, но если, да, вы вдохнули в себя вот эти ароматы ванили, а химией пахнет люто, значит, вы на верном пути. Значит, Xiaomi последненькие. Крутые, вы посмотрите, они поизвращались над боксом. Наконец-то мы видим что-то нестандартное. Вы ощущаете, что нас уже волнует в наушниках? Не то, что у них нет обрывов, как каких-то там 2 года назад. У него нет обрывов, полчаса я ходил, и даже ни разу они не отвалились. Не стоимость, потому что они не удивляют нас ни как за стоимость смартфона, не как за стоимость 700 рублей, допустим, Xiaomi Buds 799 скидывал вчера в телегу. Нас вот что удивляет. И удобство. Вот они вынимаются. Вы ощущаете? Я уверен, что эту штуку будут копировать. Почему? Не потому, что я хочу ходить, как будто у меня серьги в ушах, и я весь свечусь и блестю, и меня будет проще найти в Мурино, когда я тестирую по ночам смартфоны, а потому что эта штука необычная. 2 пары сменных амбушюр, не пенные, обычные, однородные. Получается еще одна, 3-я пара. Здесь у нас, разумеется, у нас овальные формы звуковод, чтобы максимальному количеству пользователей он имел возможность подходить. Весят они по 5,2 грамма, чуть-чуть больше, чем моя золотая циферка. 4,5 грамма, и я не чувствую наушники. Если чуть-чуть больше, то, к сожалению, я их ощущаю. Через какое-то время, конечно, забываю, как они сидят в ушах и что у меня там уши. Но в целом вот так. Инструкция, документация. Разумеется, здесь есть программа. И бокс, который весит всего 39 граммов, даст фору любому. Смотрим. 7 обзоров в неделю разыгрываю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, iPhone 14 разыгрывается, OnePlus Nord N20 SE и еще и Poco M5s. Поэтому читаем описание. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, кроме специальных. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже имеется 2 расцветки на выбор. Это черный и золотой. Дизайн бокса запоминающийся, выглядит он привлекательно, вдобавок он удобный. Выполнен он наполовину из матового пластика, а другая половина глянцевая. Качество материалов топовое, как и сборка. Тактильно бокс приятный, не скользкий, габариты небольшие, 46 на 59 на 26 мм, в кармане не мешается, так как бокс довольно компактный. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, что очень даже удобно. Шарнир, по всей видимости, металлический, люфт у крышки отсутствует, хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри все оформлено минималистично, есть краткая информация, очень мелким шрифтом, и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, и чтобы вытряхнуть, много усилий прикладывать не придется. Но извлекать наушники из бокса очень удобно, за что огромный плюс. Емкость аккумулятора 565 мАч, полный цикл зарядки 1 час 25 минут, беспроводная зарядка по стандарту Qi на борту. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса лично я не наблюдал, и это хорошо. Переходим к наушникам. Большая часть наушников изготовлена из такого же материала, как и бокс, а именно из матового пластика, и несмотря на глянцевую вставку, которая находится на внешней части ножки, они выглядят очень даже круто. Сборка отличная, габариты 30 на 21 на 23 мм, звуковод короткий, овальной формы, 6,2 на 6,1 на 2 мм. Звуковод имеет металлическую сеточку и выступ для удержания амбушюр. Посадка в ухе комфортная, из ушей они сильно не выпирают, при длительной носке уши не устают. Если потрясти головой, то наушники останутся на своих местах. Пассивная шумоизоляция хорошая, на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчик обнаружения голоса и область сжатия. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости,
громкости, ответ сброса вызова, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности, обычным и вызовом голосового помощника. В приложении можно настроить тапы, что удобно. Но, к сожалению, установить все команды одновременно не получится, нужно будет выбирать. И, как по мне, это фейл. При нажатии откликаются хорошо и быстро, команды сопровождаются системными звуками, никакой озвучки на китайском нет. Также наушники имеют голосовое управление, но оно у меня не работает, возможно, потому что оно поддерживает только китайский. В глобале, наверное, по-другому. Далее, наушники оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами с двумя магнитами, а также 12-нанометровым многоядерным чипом. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, активное шумоподавление до целых 48 дБ, 6 режимами работы, один из которых является адаптивным. Активный шумодав меня порадовал, но в максимальном его режиме наушники слегка шипят. Возможно, с прошивками допилят. На улице глушат посторонние шумы отлично возле проезжей части. Шумом машин ANC также справляется, но чего-то невероятного в работе активного шумоподавления я не обнаружил. Возможно, с прошивками он станет работать лучше. Режимы прозрачности на борту с 3 видами работы. Он не раздражающий, разговаривать с собеседником в этом режиме, не снимая наушники, прозрачность forever, можно спокойно. Однако при переключении видов режима прозрачности я заметил, что в данных видах один из наушников поочередно то громче, то тише передает окружающие звуки. И снова надеемся, что это дело пофиксят. Также в приложении можно включить или выключить функцию, при которой даже в режиме шумоподавления будет включаться режим прозрачности. Срабатывает данная функция при обнаружении голоса и по моим тестам работает уже корректно и хорошо. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному работают и переподключаются бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинт на 2 устройства на борту, что очень упрощает жизнь. Датчик обнаружения уха есть, и включить или выключить их возможность есть. Анимация по заявлению производителя тоже есть, но я ее не обнаружил даже со смартфоном Xiaomi. Также наушники поддерживают отслеживание движения головы и пространственный звук, и это дело работает отлично. Разумеется, это не новая технология, но в данных ушах она работает прям супер хорошо. Емкость аккумулятора одного наушника 53 мАч, полный цикл зарядки занимает 50 минут, отыграли наушники на 65% громкости по кодеку LHDC без технологии пространственного аудио и без ANC 6 часов 52 минуты. 5 минут в боксе дали 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях, что является отличным показателем. Водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего просушил. По итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал и на звучание это никак не повлияло. Летим дальше. Данную пару можно подключить к новому лично для меня приложению под названием Xiaomi Earbuds. Чтобы подключить данные наушники, нужно выбрать регион Китай. Приложение будет доступно на английском языке, что уже таки неплохо, не китайский. На главной странице с подключенными наушниками мы имеем заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах. Кроме вышеперечисленного мною, в приложении есть проверка на правильную посадку, включение окошка, которое будет отображаться в панели быстрого доступа на смартфоне, поиск наушников и обновление прошивки. Мне уже обнова прилетала. Приложение работает корректно, багов или чего-то подобного я не обнаружил. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC, а также LHDC версии 4.0 с сертификацией Hi-Res Audio Wireless. Но это в случае, если ваше устройство поддерживает этот кодек. У меня, к примеру, у смартфона Xiaomi данный кодек есть. Та-да-да! Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка лишь слегка заметна. И то, если всматриваться. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с тройной системой алгоритмов шумоподавления АИ и датчиком для способности распознавания голоса отрабатывает данная система хорошо. На перегруз небольшой есть, голос сильно не искажается и посторонние шумы глушатся неплохо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы Xiaomi Buds 4 Pro в помещении. Я ему уже столько дифирамбов напел, но это не важно. Почему? Потому что сейчас вы можете сравнить, как я при распаковке, когда разговаривал, шуровский микрофон висел надо мной и записывал все это дело, как звук был тогда и как звук сейчас. Понятно, что YouTube как-то что-то меняет, понятно, что у вас источник вывода, понятно, что после рендера что-то произошло, но все перегрузы и какие-то неприятные сибилянты вы должны слышать.
Поэтому вот так примерно в идеальных условиях обстановки вас будет слышать собеседник. Звучание я обтестировал без пространственного звука, так как если слушать музыку с этой технологией, не все треки будут звучать качественно. Здесь уже все зависит от самой композиции и ее качества. На 100% громкости каши нет, запас громкости есть, но не сказал бы, что его много. Мне лично достаточно. Я прослушал музыку не выше, чем на 65% громкости, звук довольно сбалансированный, четкий, бас без лишнего акцента, он глубокий, насыщенный, средний бас в наличии, средние частоты с отличной проработкой, высокие звучат приятно и четко, сцена широкая, ощущение пространства хорошее, детальность звучания отличная. Вокалы отыгрывают ярко и очень приятно, с инструменталом они справляются хорошо, однозначно звучание хорошее. К сожалению, в приложении нет эквалайзера, что очень неудобно, но в целом стоковым звучанием я доволен. Из минусов: нет эквалайзеров, активное шумоподавление и режим прозрачности, как по мне, еще сыроваты. Также не обнаружил анимацию, что странно. Голосовое управление недоступно, нет возможности полноценно настроить нажатие, опять же у меня. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и вы удивитесь. Недешево, в общем. Но и не сильно дорого. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, я туда постю самые интересные предложения. Пусть их сейчас и немного, но они есть. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Pro, как по мне, показали себя отлично, несмотря на некоторые минусы. Для себя я выделю интересный дизайн, компактные размеры, отличные материалы, шикарную автономность, обширный функционал, технологию для одновременного использования ANC и режима прозрачности, пространственный звук и, разумеется, приятное звучание. Всем, кто оставил любой комментарий под роликом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Не забывайте про розыгрыши. Огромное спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.